Сегодня мы поговорим с Артемом Лукашевым. Продукт без упаковки плохо, но упаковка без продукта — это полный пиздец вообще. Матерные два слова — это качество и упаковка. Там 20-30% негативных отзывов могут свести на нет все усилия по продаже этого продукта. 300% маржи или 600% маржи, то вот говорю вам, какие. Не бывает маржи больше, чем 99,9999. Не бывает маржи 100%. Понимаете? Привет! Сегодня мы поговорим с Артемом Лукашевым. Он является основателем и владельцем бренда бытовой техники Мирта. Он нам расскажет о том, как построить очень крутой бренд в Украине, где найти инвестиции. И самое интересное, в конце он разыгрывает свой курс по бизнесу с Китаем. Поэтому смотрите до конца и погнали! Привет! Привет! Как тебе пришла идея создать бренд бытовой техники в Украине? Да, идея пришла просто достаточно. Я на самом деле не выбирал особо какие-то ниши, не рассматривал варианты, типа это будет бытовая техника или не бытовая техника. Я достаточно долго работал в LG Electronics и с техникой был знаком. Идея вообще сама начала уже сформироваться в действие в 2009 году, и в 2010 в июле мы уже запустили бренд и начали продавать. А с 2004 по 2010 включительно я работал в компании LG Electronics и, соответственно, думал, что знаю о рынке бытовой техники все. Ключевое слово «думал». Выбор этой ниши был обусловлен именно моим опытом, но дальнейшая практика показала, что знал я практически ничего о рынке мелкой бытовой техники, потому что очень важно сказать, что я занимался крупной бытовой техникой, телевизорами, аудио-видео, а пошли мы в историю с мелкой бытовой техникой в основном. Так что учился на ходу. Как я понимаю, это было увлекательное начало. Как вообще выглядело начало, первый месяц? Вот что ты делал? Давай расскажу с момента начала реализации идеи как таковой. То мы с двумя моими партнерами собрались где-то вместе, может быть, зимой, в начале 2009 или не помню, в конце, может быть, 2009 года это где-то происходило. Точно помню, что это было зимой. Два моих партнера между собой были даже незнакомые. То есть, идея какая была. У меня была давно идея делать бизнес. В принципе, эта идея у меня формировалась лет, наверное, не знаю, с 14, да. То есть я понимал, что я хочу стать предпринимателем. Единственное, что я не хотел стать предпринимателем во что бы то ни стало, то есть вот этой идеи про то, что я ни дня не буду работать где-то, а только на себя, такого не было. Я понимал, что мне нужен какой-то опыт, что нужно, не хочу заниматься абы чем и просто продавать что-то, да, потому что в момент работы в LG у меня был такой параллельный бизнес свой, трейдерский, но я понимал, что мне не очень интересно уходить из LG и заниматься только им. И идея именно формирования бренда, создать свой бренд, она родилась как раз после кризиса 2008 года. Один из моих партнеров, в то время Артем его зовут, мой тезка, он уже занимался бизнесом с Китаем, он знал определенный ряд фабрик, он понимал плюс-минус ассортимент, который необходим. И вот здесь все, что называется, сошлось, да, потому что я говорю, слушай, так давай сделаем бренд и начнем, собственно говоря, продвигать его на рынке Украины. Почему у нас была вера в то, что это может получиться? Потому что после кризиса ситуация резко изменилась в контексте того, что люди перестали тратить много денег, потому что если мы вспомним, что происходило до 2008 года включительно, население реально богатело, кредиты можно было брать на что угодно. И, собственно говоря, ниша этих недорогих брендов, она, если не снижалась, то не росла. И люди реально богатели и больше смотрели на бренды категории А. Исключительно хотели иметь микроволновку Samsung, например, да, или кухонный комбайн Bosch. А в 2009 году вдруг стало неважно, что это именно Bosch. Главное, чтобы это были функции кухонного комбайна, а это может быть что-то уже и подешевле. И ниша китайских брендов начала расти. И мы эту возможность увидели, плюс-минус оценили, как показала практика, оценили очень на коленке, но тем не менее. Слушай, так часто все начинается, такая, знаешь... Мне кажется, без коленки не получится. Да, без коленки
рынке точно не получится. Не писали бизнес-планов там на 100 листов. Все прикинули, поняли, что вот есть Артем, который знает рынок Китая, есть Дмитрий, мой второй партнер, с которым мы сейчас вместе вот уже 9 лет ведем этот бизнес, который понимал там, где можно привлечь финансирование, как. Ну, и я, собственно говоря, был, как мы шутили, что один занимается продуктом, другой там деньгами, финансами, а я бездельник типа в этом процессе. Но по факту получилось, что я как бы был этим склеивающим звеном и инициатором вообще всего этого процесса. А сколько вообще, вот если кто-то из наших зрителей сейчас хочет создать себе бренд электроники, с какого минимального порога инвестиций начинать? Зависит от продукта, потому что, ну, что такое бренд электроники? Если вы хотите заниматься телевизорами, нужно достаточно много денег. Нужно говорить, что, наверное, без 1-2 миллионов долларов начинать не стоит. Достаточно капиталоемкая история, уже продукт дорогой, да. Можно начать там, я не знаю, например, с наушников, к примеру, которые недорогие наушники. Там, я думаю, что и тысячи, наверное, 20-30, даже 50 хватит для того, чтобы создать какой-то небольшой ассортимент и начать что-то продавать. Если говорить о бытовой технике, ну, несколько сотен тысяч долларов достаточно, чтобы с каким-то более-менее небольшим достаточно ассортиментом стартануть. Как я видел, у вас на сайте у вас написано, что вы хотите стать номер 1 брендом в Украине по бытовой технике. Да. А какой для вас ключевой вот показатель номер 1? То есть вы меряете по количеству продаж, по качеству, по узнаваемости. То есть что самое главное меряете или все вместе? Ну, основной показатель мы для себя на каком-то этапе вывели 3 основных показателя, достигнув которые мы можем считать, что могли бы считать, что мы стали там брендом номер 1 в Украине. Первый из них это узнаваемость бренда. То есть есть такой top of mind, TOM, да, так называемое исследование, которое там проводит ряд компаний, которые занимаются аналитикой рынка. И вот мы хотим попасть в 5, да, чтобы узнаваемость бренда Мирда находилась в топ-5. То есть не по списку, а из головы. Какие 5 брендов бытовой техники там вы знаете, да, и там 1, 2, 3, 4, 5, пусть даже мы будем 5-ми, но мы будем в этой 5. То есть это говорит о том, что мы уже там так или иначе достигаем той цели, к которой мы идем. Вторая очень важная цель — это там экспертность бренда как такового, да, чтобы нас воспринимали как экспертов рынка. Причем не только там меня, например, да, а и в принципе команду, которая работает. То есть для нас очень важно развивать категорию пылесосов, для нас очень важно развивать категорию уход за волосами, для нас очень важно развивать категорию там, приготовления пищи, там, блендеры, мясорубки, миксеры, все, что связано. Мы поделили дом условно на 3 зоны. Там, например, есть уход там, за собой, красота, есть кухня и есть, ну, собственно говоря, весь остальной дом, все, что связано с уборкой, там, глажкой и так далее. Вот мы для себя определили, что если мы говорим об основной зоне там, дома, чистота в доме и уют, это там пылесосы, да, то есть мы на них фокусируемся. Если мы говорим о кухне, мы фокусируемся на продуктах, там, блендерах, миксерах, мясорубках. И уход за волосами, фены, выпрямители, машинки для стрижки, бритвы, вот эта история. И в них мы хотим занимать тоже лидирующие позиции, там, топ-3 для начала в продажах, именно в объеме продаж. А вот по поводу продукта. Что первично с твоей точки зрения? Продукт или его промоушен, продажи? Классный вопрос. Слушай, меня тошнит от слова упаковка, которое мы слышим сейчас из любого чайника и утюга и мультиварки Мирта, в том числе. Ну, я вообще против вот этой истории. То есть, безусловно, упаковка важна, но, к сожалению, сейчас так много говноэкспертов всяких, которые вылазят там, в Инстаграме, в Фейсбуке, онлайн-курсы и начинают рассказывать про то, что продукт не важен, либо говоря напрямую, что продукт не важен, либо подразумевая это, что главное упаковаться. Типа лохов много, там, сегодня мы тебе впарим нашу крутую упаковку, завтра там ему, послезавтра третьему, а потом пойдем на рынок СНГ, а потом еще дальше. Короче, мир большой, можно наебывать всех там, блин, много-много раз. Я вообще категорически против этого, и мой собственный опыт и в бизнесе своем, и не своем, и опыт моих друзей, которые у меня есть прям конкретные люди, которые вот на каком-то этапе повелись на эту историю, в нее включились и сейчас разочаровываются очень сильно. И вот я там, не знаю, к своему, не знаю, радости, не радости, но тем не менее это факт, могу констатировать, что вот то, о чем я им говорил, они сейчас мне возвращают мои слова, да, они говорят, слушай, это вообще полная херня. То есть, как бы, главное продукт. Продукт без упаковки плохо, но упаковка без продукта — это полный пиздец вообще. Это вообще недолгоспособная, не жизнеспособная модель. На этом хайпе можно обмануть очень много инвесторов, если говорить там, да, я создал упаковку, классную историю, дайте мне денег, я это раскручу, у меня стартап, да. Но если в упаковке внутри говно, 100% фейл, 100%. То есть, поэтому продукт первоочередной.
И мы этому уделяем очень большое внимание. А дальше упаковка уже. И здесь нам есть над чем работать, безусловно. Да, если мы говорим о упаковке не тупо картонки, да, имеется в виду, а вот как раз о промоушене, продвижении. То есть, да, но продукт 100%. Блин, очень круто. На 200% согласен с всем сказанным, потому что сейчас везде возьми любую фигню, упакуй, будет хорошо. Но это немного... Есть два ругательства, ну их больше, но два вот таких, которые вот прямо вот здесь находятся. Это матерные два слова. Это качество и упаковка. Ну, качество уже давно стало матюком, да, ну, то есть вот в том контексте, что когда вот его используют в слоганах, когда говорят там, что типа вот почему ваш продукт продается лучше, потому что он качественный. Ну, а априори, а что, в принципе, изначально есть варианты, то есть как бы, ну, кто говорит о том, что мы продаем говно, да, то есть как бы, ну, любой продукт качественный, то есть он априори должен быть качественный. Есть разный уровень качества, но он качественный, то есть и когда ты строишь свое конкурентное преимущество на слове качество, ну, блядь, это полная хуйня. Причем качество это хуже, чем слово хуйня. То есть и вот упаковка вот с недавних относительно пор это второе ругательное слово, блин. Давай вернемся к продукту. Как вообще вы их создаете? У вас есть какой-то отдел, кто-то придумывает. Как это происходит процесс? Смотри, расскажу, у нас, безусловно, есть отдел, я в этом принимаю участие, уже достаточно много ребят в этом принимают участие, команда целая. Расскажу, как есть, да, как происходит. Смотри, весь вот бизнес, который строится вот по нашему примеру, он, в принципе, выстраивается, то есть широко, если его разделить, можно разделить на три части такие большие, да, то есть как бы все начинают от этого, мы в том числе начинали этот бизнес с простого очень решения. Приезжали на фабрику, на фабрики, там их более 200 было за весь период там, нашей работы, да, то есть как бы, и это только с теми, с кем мы там работали. Приезжаешь на фабрику, у фабрики есть ассортимент, ну, на выставку, и среди фабрик выбираешь среди ассортимента, который они предлагают. И ты просто договариваешься о цене, договариваешься о том, что там на твоем продукте будет маркировка, там, ну, лейбл твой стоять, бренд, да, делаешь какие-то примитивные, там, не знаю, дизайн упаковки, мануалы, да, то есть как бы, и вперед, и погнал. Если это техника, то с сервисом особо не заморачиваешься, технику меняешь, там стараешься на марже это как-то компенсировать. Там это такой примитивный способ, с чего можно начать. Второй этап, это когда ты начинаешь уже думать о том, что, слушайте, а как бы мне выделяться, как бы мне не повторяться, как бы мне делать что-то, что отличается там от других. При этом ты еще не занимаешься тем, что делаешь дизайн под себя уникальных продуктов, но уже с фабриками там договариваешься о том, чтобы давайте мы будем, там, не знаю, начиная с цвета и внешнего вида, заканчивая там комплектующими, спецификациями какими-то, да, там аксессуарикой и всем остальным как-то отстраиваясь. То есть уже начинаешь задумываться над тем, чтобы там у тебя сервисные центры начинали появляться, чтобы у тебя как-то происходил какой-то там более-менее качественный ремонт. Может быть, думаешь уже о том, чтобы контролировать качество работы сервисных центров, качество удовлетворенности клиента. И третий этап там это когда ты уже начинаешь создавать свои продукты. Либо ты работаешь с промдизайном фабрик, которые именно для тебя уже делают продукт, который не повторяется, который уникальный. Тоже слово уникальность на сегодняшний день достаточно такое, потому что ты делаешь что-то интересное, через 2-3 месяца появляется клон. И разобраться, кто там был первый, кто второй, уже никому не интересно. И вот этот третий этап, он самый такой большой, ты к этому подходишь постепенно. Начинаешь формировать уже свой совершенно уникальный продукт, начиная просто вот от эскиза. Причем каждый следующий этап не исключает первый, потому что ты все равно не можешь сформировать, если у тебя ассортимент там 100 плюс SKU, ты не можешь все 100 плюс SKU делать своего собственного дизайна. Ну это бред. На сегодняшний день это, ну как бы, даже, ну такую цель глупо даже ставить. То есть как бы, потому что это дорого, это очень длинный путь к созданию каждой из моделей. Мир намного быстрее, да, то есть как бы лучше пользоваться услугами дизайн-ателье на фабриках, да, и брать под себя продукты, которые уже готовы, просто адаптировать их. Вот. Это намного легче. По поводу продукта, клиенты, наверное, обращают на какие-то критерии. Вот с твоей точки зрения, какой самый главный критерий в выборе продукта у покупателя сейчас? То есть это долгосрочность, дизайн, что-то другое, цена? Ну, то, что мы видим на сегодняшний день, что происходит? Во-первых, достаточно сложно сейчас удерживать покупателя на уровне одного бренда. То есть лояльность там к бренду — это очень тяжело достижимая такая величина. Покупатель при выборе продукта сейчас в первую очередь смотрит, например, да, алгоритм примерно такой. То есть мне нужна там, не знаю, например, мультиварка. Я плюс-минус там открываю интернет в первую очередь. Ну, любой человек, да, сейчас, то есть открывает интернет, сортирует каким-то образом, да, либо по брендам, либо по цене, понимая плюс-минус какой должен быть бюджет. Ориентировочно можно
разделить там, опять-таки, да, на 3 каких-то части. Есть там прям промо-промо, вообще днище, там первые цены какие-то. Супер промо-модели очень дешевые, да, то есть недорогие. Кстати, не всегда это значит, что они плохого качества, отнюдь. Вторая, ну, есть там история, вторая, это там какой-то средний сегмент, бренды там Б-категории, какие-то промо-модели брендов категории А, да, ну там какой-нибудь Moulinex, там промо-модель, которая уже там попадает там в какой-нибудь средний сегмент. Ну и дорогие модели, которые там в первую очередь ты платишь за бренд, безусловно, там, а в вторую очередь за чуть более там, продвинутую функциональность, ну и за какую-то там типа надежность, как тебе кажется, опять-таки. Но дальше происходит, ты определяешься с бюджетом, а дальше происходит, ты все равно начинаешь читать отзывы. Либо Hotline, либо розетка, либо еще какие-то, да, там агрегаторы отзывов, где ты уже там формируешь свое мнение. Да, ты можешь видеть рекламу, да, ты можешь там знать этот бренд, может быть, не знаю, опять-таки, благодаря рекламе у тебя, может быть, до покупки мультиварки была там чайник, мясорубка или даже телевизор, но это совершенно не факт, что ты будешь лоялен к этому бренду сейчас, да, ты все равно будешь смотреть на цены, будешь читать отзывы, ну и на основании этого принимать решения. То есть, насколько я понял, отзывы на агрегаторах – это один из очень важных критериев выбора техники. Я думаю, что процентов, ну, больше 50, может быть 60-70% это веса принятия решения на сегодняшний день любого покупателя, которому доступен интернет. Очень крутой продукт, классный, на вид тебе нравится, но в отзывах будет много негатива. Причем много это не значит больше половины. Там 20-30% негативных отзывов могут свести на нет все усилия там, по продаже этого продукта. Поэтому очень важно, чтобы отзывы были положительные. Но при этом не нужно это понимать, что очень важно продавать говно, но работать над тем, чтобы у тебя была команда людей, которые пишут отзывы. То есть это тоже сейчас плохо работает, потому что с этим борются, да, то есть такие там компании, как Розетка, они это отслеживают. У них есть алгоритмы, когда там они отсекают вот эту историю про написание левых отзывов. А где вы производите свои продукты, основную часть? Основную часть мы производим на сегодняшний день в Китае. После китайских фабрик идут турецкие. И у нас есть еще фабрики в Южной Корее, в Грузии и в Германии. А какие вот сложности при работе с Китаем или с компанией, которая делает аутсорс, но за границей получается? Как вы это коммуницируете, как вы это все организовываете? Какие сложности там при работе с Китаем? Первое, я уж так пойду от основы, да. Первое — это 5-часовая разница во времени. И потеря из-за этого определенного времени. Я сейчас это рассказываю с точки зрения человека, который там об этом ничего не знает, но задумывается, да, то есть как бы, ну, то есть начиная там от самых базовых таких вещей. Понятно, что это там не является сложностью непреодолимой там или еще какой-то, да. Понятно, что очень важно знать язык, английский. Не обязательно китайский идеально, но английский прямо вот must have, да, то есть как бы общаясь с ними. Дальше нужно понимать, что большое расстояние. Например, контейнер, который плывет с продуктом, он плывет на сегодняшний день там, от 35 до 45 дней. Может занимать это время лишь только транспортировка. Нужно понимать, что время заказа достаточно длительно, да, то есть с момента того, как ты размещаешь заказ, оплачиваешь там депозит, проходит до 2, а иногда и до 3 месяцев. Задача наша этот срок сократить. Не всегда это получается, но эффективность достигается именно тем способом, когда ты сокращаешь срок производства. То есть потому что это твои прогнозы, это твои деньги, которые ты так или иначе замораживаешь, и сокращая эти сроки, ты, соответственно, более эффективен. Понятно, что тебе нужно договориться о том, как этот продукт будет выглядеть, там начиная с того, что ты хочешь, как он будет выглядеть, какие спецификации и комплектующие будут использованы в этом продукте, потому что знаешь тут же, как это все происходит, там брендинг, не брендинг, там свой дизайн или не свой дизайн рассказывал, но все же думают, что такое там бизнес с Китаем, да, это типа там продукт выбрал, налепил логотип там и привез, все так могут. Это такое очень имеет право на жизнь такое суждение, да, но это очень поверхностная история, потому что если мы говорим все-таки там о развитии бренда, о том, чтобы становиться весомой величиной на рынке, чтобы какую-то ценность нести клиентам, как правило, компании идут намного глубже, да, и мы в том числе. То есть это не просто нанесение логотипа, да, мы же выбираем, то есть вы видите там какой-нибудь блендер, но вы же должны понимать, что мы, начиная от того, какого качества будет пластик, какого качества будет металл, какой там будет стоять двигатель, какая там будет обмотка, алюминиевая, медная, либо алюминиевая, покрашенная под медь, какая мощность будет, да. Сразу видно, когда человек глубоко погружен в работу. Да, это пока еще только лишь поверхность.
из чего будут делаться комплектующие, не комплектующие, а аксессуарика, какая будет аксессуарик. Будет там, я не знаю, вилочка с заземлением или без заземления, что будет влиять там в итоге на безопасность, да, то есть вашего дома в том числе. Это большой-большой труд. Как будут оформлены артворки, так называемые артворки, это все, что связано, вот картон, принтинг, да, весь этот, упаковка и так далее. Дальше сервисные центры. Если мы говорим о технике, сервисные центры, без них никуда не денешься. У нас 78 сервисных центров по Украине. Ни хера себе просто логотипчик налепили. Мы мониторим качество работы, да, то есть как бы у нас сервисный отдел, который взаимодействует с этими сервисными центрами. Налажена поставка запчастей. Если клиент сейчас, я ответственно заявляю, если клиент сейчас приходит напрямую в сервисный центр, важно, не в магазин потом везет в сервисный центр, потом забирает там и возвращает, да. Вот если он напрямую обращается в сервисный центр, то максимум за 5 дней, ну, рабочую неделю, ему этот товар ремонтируют. Либо же, если он подвержен политике обмена, ему обменяют. Если этого не происходит где-то, вы можете напрямую звонить нам в колл-центр и об этом сигнализировать. Мы над этим работаем, и сейчас я уверен, что в 99% случаях происходит именно так. Вопрос промежуточный. Я услышал, сколько сервисных центров, а сколько у вас сотрудников в общем? У нас немного сотрудников на фулл-тайме, у нас не больше 40 сотрудников сейчас работает на фулл-тайме, даже, по-моему, меньше. Но на парт-тайме много, потому что есть Китай, есть Турция, есть сервисные центры. Но сервисные центры это не наши офисы, это партнерские сервисные центры. Но тем не менее, наладить эту работу, это достаточно трудоемкий процесс, над этим трудятся 4 человека. У нас в офисе только непосредственно. В сервисных центрах есть люди, которые непосредственно занимаются тем, чтобы вот все, о чем я говорю, происходило так, как должно происходить. Я услышал огромное количество информации по поводу создания этого всего, работы с Китаем и тому подобное. Где вообще, если есть желание черпать эту информацию, откуда ты ее брал? На собственном опыте. Смотри, на самом деле, в чем прелесть, может быть, сегодняшнего времени и чем отличается ситуация сейчас от ситуации, когда мы начинали в 2009 году. В 2009 году реально мы опирались только на опыт одного человека, моего партнера. Мы наделали кучу ошибок. Мы прям совсем все грабли, которые можно было наступить, мы на все наступили. Даже еще, может быть, и на какие-то подложили сами себе много. Сейчас проще. Сейчас ты можешь пройти какие-то онлайн-курсы в интернете, больше информации в интернете почерпнуть, как работать с Китаем, что нужно делать, чего нужно не делать. Мало того, я даже больше скажу, мы сейчас запускаем онлайн-курс, потому что в рамках у нас уже сформировалась целая группа компаний. У нас есть Myrta Home Appliance, то есть это бытовая техника, есть Myrta Consulting, который занимается налаживанием финансового учета в компаниях, потому что мы на каком-то этапе поняли, что мы создали охрененный продукт на базе 1С, это финансовый учет. Та модель, которая позволяет правильно компании отслеживать финансовое состояние, правильно строить балансы, кэшфлоу, P&L, основные отчеты, да, вот эти 3 самые необходимые. Правильно вести учет. Из 1С вы сделали нормальную управленческую программу? У нас такая программа, это просто жесть. У нас, если вам лично надо, мы можем вам сделать аудит, если у вас есть управление. Причем, начиная от ФОПа до серьезных, средний бизнес, который, поверьте, у нас в стране, мы когда с этим начали сталкиваться, мы поняли, что нам не то, что комплексовать не стоит, да мы вообще просто охеренные ребята. Потому что, даже достаточно бизнесы, которые больше, чем наши, обращаясь к нам, и видя их картину, мы понимаем, что учет делается настолько неправильно, криво, и они сами осознают эту боль, но не понимают, как сделать так, чтобы было правильно. Так вот, мы сейчас сделали очень крутой продукт, который позволяет нам говорить о том, что мы можем сделать так, чтобы было идеально. Когда у тебя строятся все отчеты буквально день в день, когда у тебя правильно отражаются все твои расходы, активы, пассивы, доходы. И это все делается на базе 1С. А вы его не реализуете? Потому что я знаю, у всех беда, особенно когда крупная компания, 1С это ничего не там очень сложно какую-то управленческую информацию вывести. Может вы его в отдельный продукт формируете или нет? 1С такая программа, которая может настраиваться под конкретные нужды. Главное знать, как это делать. И, смотрите, вопрос не в том, что 1С классная, охеренная программа. Она обычно настроена исключительно под бухгалтера, и управленцу дают отчетность очень разную. Я просто в многих бизнесах был, и они,
если брать реальные показатели и то, что им дают отчеты, они чуть-чуть разнятся. Вы можете каким-нибудь из этих бизнесов порекомендовать обратиться к нам, и мы можем доказать на примере, что даже можем снять по этому поводу некий даже такой, я не знаю, сюжет, материал на тему вот было, стало, если интересно. То есть вы увидите, что 1С при правильном к нему подходу дает охеренно классные отчеты, быстро, качественно. Ведь смотрите, проблема, вот вы правильную тему затронули, да, то есть как бы все пеняют на кого-то, да, на что-то. В 1С, как и в любую другую программу, информация заносится чьими-то руками. Главное, осознанно, с пониманием дела заносить информацию. И это я не говорю про программистов, это не программисты делают, вы же понимаете. Я понимаю, я же говорю, Финансисты, логика. бухгалтеры, там, контролеры и так далее. Ну, то есть правильно настроить точки входа в эту программу. У нас тоже была ситуация, когда в 1С там мог вылазить бухгалтер, отдел продаж, именно с точки зрения изменений. Там. Поверьте, эта вся история происходила у нас, происходит у очень многих. И, конечно, когда точек входа много, 1С не выдаст вам реальную картину. Просто по той простой причине, что очень, очень много людей влияют на правильность в итоге того, что происходит. Это один фактор. Второй фактор еще понимание и знание принципов, на которых формируются все отчеты, ну вообще в принципе управленческая политика или там, ну, бухгалтерия, да, потому что есть же бухгалтерский учет, и у нас, ну как бы не секрет, что в любой из компаний есть еще управленческий учет. В идеале они должны совпадать, но это в идеале. То есть, поэтому здесь вопрос показать, настроить, обучить и поставить человека, который будет сознанием дела это реализовывать. Это тоже очень важно, потому что можно обучить, поставить, через месяц, два, три, оно все опять вернется на круги своя. То есть у вас курс будет по поводу того, как работать с поставщиками и по финансам? Да, плюс логистика. Это же я только рассказал про консалтинг. Есть еще Мирта Логистик. Это все, что связано с логистикой, с доставкой грузов из Китая, растаможкой, брендингом, потому что мы оказываем тоже и услуги по... У нас же есть бизнес Мирта, а есть, например, истории, когда мы делаем для кого-то бренды. Мы находим фабрику, мы делаем дизайн, мы там выбираем вместе с ними продукт, привозим это сюда и мы отдаем. Да? То есть как бы из-за этого, причем в чем наша уникальность, что мы это делаем прозрачно. Мы на каждом из этапов структуру расходов показываем и просто за комиссию работаем. То есть нет такого, что там мы берем фабрику, что-то стоит $10, мы там лепим здесь, на логистике лепим, на таможне лепим, все это слепливаем. В итоге это получается дороже, чем здесь купить. Ты как руководитель, у тебя много направлений. Насколько сильно ты вникаешь в каждое, или ты просто поставил людей и как бы пушишь их? Ну, приходится вникать, потому что, ну, блин, не знаю, от меня, наверное, тоже это в первую очередь зависит. Мы, на самом деле, у нас с Димой, с моим партнером, разделение, то есть я занимаюсь там продажей, маркетинг, Дима занимается там администрированием, финансы. Он уже взаимодействует с финансовым директором там, и так далее больше. Мирта Логистик и Мирта Консалтинг, это там администрирование Димы сейчас происходит. А как я понял, у вас есть срез не только по вашей компании, по себестоимости, всем остальным услугам, а еще по всему рынку, поскольку вы делаете им логистику и, можно сказать, товар под ключ. А какая средняя рентабельность на бытовой технике, мелкой, крупной? Ну, зависит. То есть, если говорить о мелкой бытовой технике, то на сегодняшний день, наверное, там маржинальность можно добиться в среднем, там, ну, максимум процентов 25. Если у вас большой широкий ассортимент, если вы работаете с разными каналами продаж и продаете, например, ну, через посредников. Если вы продаете через свой интернет-магазин, вы привозите и продаете через свой интернет-магазин, конечно, ваша маржинальность будет выше. То есть можете достигнуть там 50, даже 60% маржи. Все равно для того, чтобы продавать много, нужно продавать через каналы продаж. Вот у нас есть дистрибуция, у нас есть национальная розница, у нас есть интернет, да, то есть во главе с розеткой. Но хочу сказать, что вот эти все истории про вот эти псевдоинфо-цыгане китайские рассказывают про 300 и 600%. Причем, знаете, еще прикол такой, сейчас дам, блин, инсайтик, пусть исправляют свои сайты, блин, долбоебы. Когда говорят про 300% маржи или 600% маржи, то вот говорю вам, как есть. Не бывает маржи больше, чем 99,9999. Не бывает маржи 100%, понимаете? Это математическая история. То есть как бы наценка может быть 300%, маржи, блядь, не бывает. 600% маржи это пиздеж. Так вот, да, но тем не менее они там учат, о чем-то рассказывают, говорят, что они крутые специалисты. Можно привести что-то
наценив в 3-4 раза и продав, вот получив вот эти там 300, 500, 600% наценки. Но можно ли это делать постоянно и продавать это в объеме? Думаю, что нет на сегодняшний день. Когда рассказывают о том, что вы выберете нишу, привезете супер товар, которого ни у кого нет, ну это лукавство. Да, вы можете первым привезти какую-нибудь хрень, в Украину конкретно, да, то есть, ну вот там, не знаю, что там, точно, спиннер. Ну, во-первых, он сюда там заехал в Украину, то есть не Украина же была инициатор, да, там где-то это в Америке, там, не знаю, наверное, скорее всего, пошла эта тема. Вот кто-то привез сюда спиннеров много, и там первые отгрузки, месяц, может быть, 2, он реально зарабатывал много. Но в дальнейшем он точно, его маржа упала очень сильно, и в конечном итоге, скорее всего, он потерял деньги. И средняя маржинальность, да, или там доходность, наценка была намного ниже, чем вот эти вот там какие-то там в разы, да, на история там 300, 500 и так далее. Потому что действует простой закон. Вы можете привезти чуть-чуть и продать очень дорого. Но поверьте, большую часть вы продадите минус $1, да, ну там минус. Соответственно, в среднем будет вот так, но по-другому не получается. За первых 3 года вы стали брендом року в Украине, правильно? Ну да, в 2013, по-моему, получили. Как вы этого добились? Что вы делали? На чем фокусировались, чтобы стать вот брендом года? С одной стороны, мы ничего не делали специально, чтобы стать. С другой стороны, мы были очень быстрый, бесстрашный, бесшабашный в своем движении. Потому что когда мы зашли на рынок, ну все наши конкуренты, ну, охерели. Знаешь, как было? Прикол был, я так немножко издалека, но потому что это важно. Потому что, еще раз, никаких конкретных действий, чтобы стать брендом года, мы не делали. Мы подали заявку и получили, да, там. Даже не помню, за какую категорию, честно говоря, уже. Это у нас был очень классный, крутой маркетинг-директор Оксана Париенко. К счастью для нее, она переехала жить в Германию. Не, ну к счастью, не потому, что я не топлю за то, чтобы все уезжали, наоборот, потому что ей там действительно, там, ей, ее семье там нравится, я за нее очень рад. Но мы в LG с ней познакомились, она занималась маркетингом в LG, потом там в Билли и пришла к нам. Очень крутая была у нас маркетинг-директор, да, лучшая за весь этот период, который там до сих пор продолжается. Это там была ее идея, мы там подались туда-сюда. А для того, чтобы там получилось это все, да, и вообще нас рассматривали как кандидата, мы просто газанули безумно. Потому что после работы в LG, ну как бы работа с корейцами это такой институт, вообще просто, не знаю, там жизненный какой-то университет. У меня были сверхамбициозные, они остаются эти планы, но при этом у меня еще и была вот эта вот размашистость лжишная. Это тоже была грабля, которая нас ёбнула потом по башке, но дала возможность просто рвануть, потому что все охренели. На каком-то этапе на рынке начали думать, что мы бренд Технополиса. Помните, была сеть такая магазинов Технополис, потом она с Эльдорадо слилась, стала Эльдорадо. Там была массовая просто там продажа Мирты, как пример, да, и все очень удивились, что Мирта это не Технополис, а бренд, к примеру. Мы от нуля узнаваемости, вот там ТНС меряет узнаваемость, мы от нуля там до 15% узнаваемости выросли буквально за год. Но это такой ни хрена себе скачок. Без телерекламы, без, я не знаю, там. Причем, чтобы вы понимали, там, например, такой бренд, как Samsung, у него не 100, согласно этому исследованию, у него не 100% узнаваемость, у него там что-то 68. Если бы не 2014 год, если бы ДКБ я не люблю в таких этих самых, но тем не менее, но у нас были там очень крутые планы именно на 2014 год, мы 13-й отбабахали очень круто, и 2014 мы собирались вообще просто пуканы всем порвать. Ну, себе в первую очередь. А в чем вообще, ну вот, секрет этого резкого такого старта, масштабности, то есть какое-то экстра Бесстрашие. Бесстрашие. И мы действовали по принципу, как действуют, наверное, там на сегодняшний день, можно сказать, там какие-нибудь стартапы американские. Вот примерно так. Сейчас мы набрались страхов и действуем намного осторожнее. Но это обусловлено также и ситуацией. Вот мы хотим сегодня инвестировать $1, а уже там через месяц вы начнете нам с этого $1 там платить, ну, что-то там доплатить, да. То есть, как бы, а давайте мы сейчас инвестируем, блин, условно говоря, не $1, там, а 5, да. Из них, может быть, мы 4 нахрен потеряем, и нужно будет еще 5 доинвестировать. Но при этом мы в итоге выйдем на уровень продаж там, в разы больший, да, чем сейчас. Ты когда на сегодняшний день там, общаешься по финансам, а для чего нужны деньги? Мы там будем, не знаю, там, в рекламу, например, инвестировать. Это вообще фейл сразу. Блять, завод построить какой-нибудь нахуй никому не нужный, блядь. Это пожалуйста, блядь. Сколько надо? Миллионов, блин.
То есть, насколько я понял, вы вначале нашли крутого инвестора, который позволил вам идти в ва-банк. Ну, в том числе, да, и так было. Ну и самый интересный вопрос. Я смотрю много всяких разных историй. Что бы ты сейчас точно не делал из того, что уже сделал? Бля, слушай, я этот вопрос себе задаю регулярно, и у меня есть два варианта ответа на него. С одной стороны, я бы не наступал на те грабли, на которые мы там наступили. Сейчас я там, опять-таки, от общего к частному. С другой стороны, если бы мы на них не наступили, возможно, бы и не было там на сегодняшний день уже 9-летней истории Мирты, да, со всеми косяками, которые мы прошли, но тем не менее. Конечно, там, оборачиваясь назад и имея уже 9-летний опыт там, построения бизнеса, больше бы уделял внимание там, контролю, там, оборачиваемости. Больше бы уделял внимание тому, какое количество товара продается относительно там, того, сколько у тебя товара на складе, сколько у тебя там находится там, в дебиторке. Ну, такие вещи, да, там, которые влияют в итоге на финансовый результат. Да? Вот как там Черняк говорил, да, что типа бизнес, по-моему, ну, он, не знаю, он, по-моему, не он, что типа там бизнес простая вещь, старайся меньше тратить и там больше зарабатывать. Да? Просто бы больше фокусировался на том, чтобы меньше тратить, бороться за там, более дешевые кредиты, бороться за более выгодные условия с фабриками, больше этому внимания уделять. Компания должна каждый день работать над тем, чтобы сокращать издержки. Вот это вот уже, вот без этого уже точно нельзя, да, потому что как только ты отпускаешь, они имеют, сука, свойство расти просто, блин, стремительно, да, вот это очень важно. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? Я думаю, что классным подарком будет VIP-участие в моем курсе, который мы запускаем на базе Мирта Education проекта по бизнесу с Китаем, где мы расскажем, начиная от азов, как прийти к идее, вообще создать компанию, заказать, привезти и продавать китайский товар, продавать это выгодно, с прибылью и делать этот бизнес успешным. Это будет очень классный курс, который мы запишем с июля. Это будет главный приз. А вопрос, который я хочу задать, он будет звучать следующим образом. Что, на ваш взгляд, на сегодняшний день в ассортименте Мирта какого продукта не хватает? То есть какой бы продукт очень круто бы дополнил линейку нашего бренда, который бы выглядел, может быть, оригинально, классно и имел бы большой спрос среди покупателей? Ну что ж, друзья, подарок офигенный. Тем более в этот пакет будут входить личные консультации. Поэтому подписываемся, ставим лайки и пишем в комментариях ответы на вопросы. До новых встреч!